Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Блумберг предрекает, Европе угрожает новый энергетический кризис. Цитирую, это начинает напоминать сценарий 2022 года, когда Евросоюз был готов покупать газ за любую цену, считает аналитик Global Risk Management Арне Ломан Росамасен. Александр, а действительно ли на европейском рынке назревает новый кризис, когда вот цены бьют рекорды? И как далеко ценам осталось до 2022 года? А какую часть 22 года мы, во-первых, берем? Ту часть, которая август 22 года, ту часть, которая июнь 22 года, ту часть, которая март 22 года, или ту часть, которая декабрь 21 года. Вот какую мы часть 22 года возьмем, такой результат у нас и получится. И да, я не оговорился, декабрь 21 года здесь весьма показателен, потому что эти все чудесные люди, они по какой-то необъяснимой по объяснимой, но, знаете, фигуры речи, по какой-то необъяснимой причине смотрят только на 22 год. О боже, кризис 22 года. Постойте, 13 декабря 21 года цены на газ в Европейском Союзе поднялись до $2000 за 1000 кубических метров. Это не кризис, это не покупка по любой цене. Я правильно понимаю? То есть это еще, это, извините, как в фильме «О чем говорят мужчины», да, это не кризис. Ну и далее, я думаю, вы знаете, что произносилось после этого. $2000 за 1000 кубических метров – это, видимо, не кризис. $1000 за 1000 кубов – это не кризис. Это что-то отдельное. А кризис начался в 22-м. Нет, дорогие друзья, кризис начался летом 21 года. Это было, к нему привела целая масса событий, притом часть событий вообще брала начало в нулевых годах. И вот все это здорово сложилось и выстрелило в 2021 году, летом. После этого цены стали расти, они удвоились в течение лета 2021 года, они продолжили рост, они уже в начале осени пробили отметку в $900 за 1000 кубических метров, устремились к $1000, пробили отметку в $1000, и вот в декабре подскочили до 2000 за 1000 кубов. И вы не поверите, в январе они, конечно, снизились, но они не вернулись к докризисным показателям. До 24 февраля они не возвращались к докризисным показателям. Они давили на потребление газа в Европейском Союзе. Они обваливали спрос на газ. Они обваливали импорт газа из Российской Федерации. Может быть, кто-то не знает. Если не знает, я сейчас расскажу. За первые 1,5 месяца 2022 года импорт из России сократился более чем на треть. А с чего это вдруг? Вроде как мир, тишь да благодать. Вроде все хорошо. Кризиса никакого нет. А что случилось? А случилось то, что кризис был. И то, что дальше происходило в 2022 году, это не какой-то новый кризис. Это продолжение уже существовавшего кризиса. Это и в Европе не возникла проблема. В Европе продолжила существовать проблема, с которой Европа, как и весь мир, столкнулся еще летом 2021 года. Тогда цены выросли не только в Европе, но и в Азии, и в Соединенных Штатах Америки. Более того, осенью 2021 года некоторые американские политики предлагали остановить экспорт газа, потому что, ой, цены растут, мы своим газочком, мы отдаем последнее, отправляем куда-то за рубеж, а у нас потребитель страдает, говорили популисты в Соединенных Штатах. Ну, понятно, что экспорт никто не остановил, кто его остановит? Вот. Но, понимаете, само по себе вот это вот движение, оно обозначало, что есть тревога у населения, что они говорят, елки-палки, а почему цены растут? Как, почему? Это вот эти зарубежные жлобы виноваты, которые наш газочек забирают с нашей американщины. И вот, а мы могли бы его оставить у себя и сами у себя потреблять. Это тем, кто считает, что это у нас вот уникальный какая-то, это вот вы персонально, уникальный человек, который мыслит уникально, а не так, как мыслил бы в вашей ситуации практически любой человек в любой стране мира в схожих условиях. Вот, знаете, в Соединенных Штатах почему-то тоже очень беспокоятся, когда цены на газ растут, а учитывая, что у них биржевое ценообразование, они растут гораздо быстрее, ну, при ряде обстоятельств, чем они бы росли у нас. У нас они назначаются директивно, говорят, вот столько будет газ стоить. А у них биржевые котировки. Газ вывозится, цены пошли вверх. Вот. Потом они, правда, пошли вниз, но он для тебя, простой потребитель, это ничего не меняет. У тебя есть тариф,
которые частично зависят от вот этих вот биржевых котировок. Но ты все равно будешь платить не просто много, а очень много, дорогой простой потребитель. Вот, поэтому, когда у нас смотрят на оптовые цены и говорят, ой, оптовая цена вот такая, это значит, что и газ там либо дешевый, либо дорогой. Нет, не значит. Но это ладно, это отдельная тема для беседы, мы думаю, как-нибудь ее коснемся. Тем более, знаете, цены на газ – это вообще всегда прекрасная, благодатная тема, по которой, к огромному сожалению, постоянно есть новости. Вот лучше бы про цены на газ не было никаких новостей, всем бы от этого было хорошо. Это значит, что все в порядке и никого ничего не беспокоит. По крайней мере, чтобы не было новостей о ценах на газ в Российской Федерации. Это значило бы, что всех все устраивает. Возвращаемся в Европу, их возможному газовому кризису. Я помню, как люди прибегали к нам в комментарии и в начале 23 года, и в начале 24 года, и рассказывали свое веское, безусловно, мнение о том, что ну, что вы тут рассказываете? Все, Европа не замерзла. А раз она не замерзла, то кризиса нет. Я, конечно, понимаю, дорогие друзья, ну, если вдруг нас смотрят вот эти особые зрители, которые считают, что мы где-то тут говорили, что Европа замерзнет. Нет, если вы читали заголовок, который должен быть таким, чтобы привлекать внимание, и думаете, что заголовок – это отражение того, что мы тут говорим, ну, ну что ж, мы не можем вам помешать спорить с заголовком, потому что вы явно не будете смотреть это видео. Вы уже бежите заголовок обсуждать. Ну, мастера наших заголовков, они умницы в определенном смысле. Эти вот вы увидели заголовок, вы уже комментируете. Я вас тут обсуждаю, а вы это даже не увидите. Вот класс. Кстати, если уважаемые зрители, которые все-таки посмотрели это, увидят в комментариях каких-то таких уникумов, вы им там помашите. Скажите, что им видео передают привет. Так вот. Разумеется, Европа, вот тезис о том, что Европа замерзнет, был очень странным изначально, потому что априори было понятно, Европа не замерзнет. Ну, по крайней мере, это вообще как должно было выглядеть. Ну, вот. Там проблема в другом была. Не устану об этом говорить. Проблема была в том, что высокие цены давили на спрос, обваливая его. Эта ситуация никак не выруливалась в текущей архитектуре газового рынка, который сформировался в Евросоюзе за последние 15 лет. И третье. Ввиду отсутствия надежных источников поставок, которые только сокращались за прошедшее время, отодвигалось все дальше и дальше неизбежное восстановление спроса. То есть могло ли восстановление спроса начаться в 2023 году, если бы все газопроводы из России были в рабочем состоянии, и ссоры с Россией со стороны Евросоюза не произошло? Да, скорее всего, в 2023 году восстановление спроса бы началось в Евросоюзе. В 2022 году нет, вряд ли. Хотя сами европейцы прогнозировали, когда кризиса не было. Они в октябре прогнозировали, что цены вернутся к норме с 1 апреля 2022 года. Но это кризиса не было, поэтому такое надо было прогнозировать осенью 2021 года, что вот в 2022 году цены вернутся к норме. Зачем такое прогнозировать, если кризиса нет? Я не знаю. Это вот магия, волшебство какое-то. И завершаем уже этот ролик. Итак, когда говорят, что может повториться кризис, это абсурд. Кризис никуда не делся. Кризис продолжается. Если у вас любой чих на рынке приводит к тому, что за пару суток цена газа на 15%, а то и на 20% возрастает, то, наверное, у вас что-то не в порядке. У вас нет уверенности в завтрашнем дне. В хорошем смысле. А не в том смысле, что есть некое дно, которое завтра будет, и вы вот в нем уверены. Нет, в этом плане, конечно, у всех, я думаю, полная уверенность есть. Так вот, кризис никуда не делся. Кризис продолжается. Предпосылки для завершения кризиса не сыграли. Кризис нарастает. И действительно, если 1 января 2025 года прервутся поставки газа в Европу через Украину из России, цены в Европе еще вырастут. Притом далеко не все покупатели российского газа останутся без газа, потому что они заранее договорились об организации поставок через турецкий коридор. Да, разумеется, все равно где-то 9-10 миллиардов кубов из тех поставок, которые до сих пор остаются на европейском направлении, исчезнут. Потому что их перенаправить через другой маршрут будет тяжело. Минимум, вот если прямо подумать, минимум, который может исчезнуть, это 5 миллиардов кубов. Но это все равно исчезновение, учитывая, что наши трубопроводные поставки в текущем году вырастут где-то миллиардов на 5 относительно прошлогодних показателей. Весь этот рост и исчезнет, уйдет. Это трубопроводные поставки в страны Европейского Союза без учета стран Балкан, не входящих в Европейский Союз, и Турции, если мы говорим про направление западное. И, разумеется, без учета Китая.
и учета территории бывшего Советского Союза, куда также мы поставляем газ. Только Европейский Союз, раз мы его обсуждаем. И сейчас на цены, которые мы наблюдаем в Европе, давит тот факт, что, точнее, давит риск прекращения поставок в январе. То есть сейчас уже формируются, закладываются те цены, которые, по сути, будут которые отражают ожидания от начала следующего года. А если тут негативно сыграют еще и вот фактор санкций против Газпромбанка, если к ним присоединится Европейский Союз, ну, вдруг там, знаете, там странные люди местами, поступающие неожиданным образом, вот. Если они еще сыграют, ну что ж, еще какие-то объемы газа уйдут. И можно сколько угодно рассказывать, да, господи, что это всего 5-10, ну хорошо, 12% поставок. Но это 5, 10, 12% поставок. Ну, 12 по большому счету, там, в последнее время, ну, 12% поставок. Это огромная величина. Вы где брать будете эти объемы? Откуда? С 2025 года вводятся в эксплуатацию новые заводы по производству СПГ. Да, только часть этих заводов на долгосрочных контрактах не с вами. А с Азиатско-Тихоокеанским регионом, который является более привлекательным рынком, как ни посмотри. И именно с ним вам приходится в Европе конкурировать. Именно существование этого рынка и его рост не позволяет вам при вашей архитектуре рынка, бестолковой архитектуре рынка, которую вы создавали для того, чтобы, наоборот, все было хорошо, ну вот не получилось. Вот. При вашей архитектуре рынка существование вот этого соседа, ну, не дает вернуться к восстановлению, пока у него происходит рост. Отсутствие нормальных контактов с Российской Федерацией, который вы же оборвали, а местами прям ярко оборвали. Прям в сентябре 22 года прям оборвали. Ну и Шольца можно еще похвалить, что он чужую турбину трогал при всех. Странный человек со странными вкусами. Его вкусы весьма специфичны. Он любит трогать чужие турбины, когда на него смотрят. Вот. Кризис не ушел. А при тех рисках, которые возникают в начале года, и том отсутствии избытка предложения, который априори будет в начале года, и тех рисках, которые существуют в отношении возобновляемых источников энергии, потому что ветер может просто не дуть, и тогда нужно больше газа для удовлетворения текущих потребностей в энергоносителях. Вспомните зиму 2020-2021 годов. Вспомните начало 2021 года. Это начало было очень показательным. Знаете, в Мадриде снег, ветер не дует, газа надо много. И хопа, из зимы выходят с полупустыми подземными хранилищами. И вот эти подземные хранилища, вот эти запасы, они не смогут в полной мере парировать риски во второй половине зимы, особенно если морозы ударят. Нет, если не ударят, как бы, ну, хорошо. Я вообще за то, чтобы у всех все было хорошо и ни у кого плохо не было. Чтобы вот всем было прекрасно. Если морозов не будет, замечательно. Но если риски, понимаете, мы про риски говорим. Морозы, отсутствие ветра, отсутствие поставок из России через Украину. В принципе, прекращение поставок из России. Мало ли что произойдет. Вот это все сейчас уже давит на рынок Европейского Союза. Это подстегивает цены. Это заставляет цены пока что на данный момент держаться выше отметок в $500 за 1000 кубических метров. Ну а если действительно объявят в декабре, что все, точно транзита не будет, вот тогда начнется прямо интересное. Прямо интересное, и дай бог Европейскому Союзу, чтобы морозы не ударили. Потому что если ударят, Европа не замерзнет, проговариваю для одаренной части зрителей. Европа не замерзнет. Замерзнут отдельные европейцы, у которых будет выбор крайне неприятный между едой, лекарствами и энергоносителями. Выберите любые две категории. 3 сразу нельзя. Вот эти люди пострадают, как они уже страдали в 2013 году, в начале 2013 года, как они уже страдали в начале 2021 года. Ну и вот они являются группой риска в начале 2025 года. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях, когда мы вещаем на всех площадках без монетизации. Там же будут ссылки на ресурсы уважаемого Александра Фролова.
Тоже подписывайтесь. Да, подписывайтесь на нефтегазовую игру, мой персональный телеграм-канал, на Инфотек и заходите на сайт Инфотек. На сегодня все. Всего хорошего.